Меня зовут Тамара Бурковская. В Соединенных Штатах я живу уже 13 лет. Но что было до того, как я переехала в Соединенные Штаты? Я родилась в Советском Союзе, в небольшом городке в Сибири, в Алтайском крае, чтобы быть более точной. И там мы прожили до того, как мне исполнилось 10 лет. Но как-то так случилось, что члены семьи, не непосредственно, а там дяди, тети, двоюродные братья и сестры, кто-то из них перебрался в Центральную Азию. Но тогда это была одна страна, Советский Союз. И так получилось, что кто-то поехал туда, понравилось, говорит: о, это рай на земле, такое изобилие фруктов и овощей, такая прекрасная погода. Потом на следующее лето кто-то другой едет их навестить и тоже не может устоять перед соблазнами Центральной Азии, тоже переезжают. И когда я закончила 2 класс, мой дедушка взял мою старшую сестру, меня и младшего брата, и мы поехали посмотреть, что же это такое Центральная Азия, где уже жило несколько отдаленных родственников наших. И вот мы поехали их навестить и посмотреть своими глазами, что это такое. Конечно, для нас это был полный шок, потому что огромное отличие, особенно летом, все зелено, все цветет, изумительно вкусные фрукты и овощи. Ну и, в общем, мы вернулись, и дедушка стал уговаривать моих родителей, чтобы они тоже переехали. Ну и когда мне было 10 лет, наша семья переехала в Киргизскую Советскую Социалистическую Республику. И вот мы жили в столице Киргизии, городе Фрунзе. Сейчас он называется Бишкек. А потом случился распад Советского Союза. Ну, я закончила среднюю школу во Фрунзе, и я хотела поступить в медицинский институт. Но вот у меня такая была идея, что я хочу учиться в медицинском институте в Томске. А родители мне сказали: ни в какой Томск не поедешь. Хочешь поступать в мединститут? Поступай здесь. А здесь я поступать не хотела. Потому мне пришлось переориентироваться на то, что следующее было для меня привлекательно – это иностранные языки. Ну и я пошла на инфак, поступила в Киргизский государственный университет на факультет иностранных языков, который и закончила. Я немного занималась общественной работой, большей частью это было еще в школьные годы. У нас там был в школе такой клуб 3И – искать, исследовать, изучать. Мы находили ветеранов войны, проводили с ними беседы, брали у них интервью, вели какие-то там, у нас что-то типа музея было создано при школе. Потом, по-моему, у меня общественной работы никакой не было до того времени, когда я начала работать в посольстве. А в посольстве-то я начала работать после того, как уже Киргизстан стал независимой страной и восстановились, вернее, были установлены дипломатические отношения между Киргизстаном и Соединенными Штатами, и в Бишкеке открылось посольство. И вот, работая в посольстве, частью моей работы была работа с общественностью. И я чувствовала, что вот у меня уникальная ситуация, при которой я могу помочь обеим сторонам лучше понимать друг друга. Понятно, что и мы были зомбированы какой-то пропагандой, и американцы тоже были зомбированы и запуганы тем, что происходило в Советском Союзе, и что люди там какие-то не совсем им понятные. И вот устраивая какие-то встречи, устраивая какие-то формальные и неформальные мероприятия, мне удавалось как-то сблизить, по крайней мере, тех людей, которые могли наладить общение, чтобы они увидели, что у нас у всех примерно одинаковые ценности. Мы все дорожим примерно тем же самым. И
надо видеть в людях лучше, а не пытаться найти какие-то страшные, там, уродливые черты, которые делают общение между людьми неприемлемым. Вот общественная работа моя была частью основной работы. В посольстве я работала сначала первые 6 лет в качестве административного специалиста. И последние 10 лет я работала в политико-экономическом отделе посольства, занималась анализом политических и экономических событий, писала отчеты, устраивала различные встречи для сотрудников посольства с представителями правительства Киргизстана, научных кругов, гражданского общества, средств массовой информации. Ну и таким образом я отработала в посольстве 15 лет. А посольство – это составная часть Госдепартамента США. И вот в Госдепартаменте существует такое правило: если местный сотрудник, нанятый в какой-то стране работать в посольстве США, отработал минимум 15 лет, то он может подать на специальную миграционную визу. Я, честно говоря, это делать не планировала. Но примерно в то время мой единственный сын задумал эмигрировать в Канаду, потому что в Канаде такая очень разумная иммиграционная политика. Они отбирают, вот сливки себе снимают люди с образованием, хорошо говорящие по-английски, им дается зеленый свет для иммиграции. И он решил, что вот он хочет жить в Канаде и собрался туда эмигрировать. Я за голову схватилась. Потому что вот если посмотреть на глобус, вот он собирался жить в Ванкувере, Ванкувер здесь, а с противоположной стороны глобуса будет Бишкек. И вот я как представила, что мы будем на противоположных сторонах земного шара жить и с такой разницей во времени, ну и, в общем, стала подумывать о том, а не воспользоваться ли мне вот этим вот положением Госдепартамента и не попросить ли мне специальную миграционную визу. Ну и, в общем, когда уже я увидела, что у сына далеко зашли дела с оформлением иммиграции, и я тоже подала тогда документы на специальную миграционную визу. То есть я, собственно, не стремилась любыми путями перебраться в Соединенные Штаты. У меня там был хороший статус социальный, финансовый, круг друзей. То есть мне там было достаточно комфортно. Работа любимая, безумно интересная. То есть вот много чего мне там держало. Единственное, что меня подталкивало, это планы сына по иммиграции в Канаде. И я решила, что для меня единственная возможность быть ближе к моему сыну – это воспользоваться возможностью перебраться в Соединенные Штаты, а здесь уже будет проще.